Привет, меня зовут Ярослав, и это мой канал Work and Travel LC, где я рассказываю о том, насколько тягостно и одновременно интересно, наполнена разными неожиданными событиями, часто приятными, жизнь членов экипажа, а также гостей круизного лайнера. И этот выпуск я хочу посвятить всем сервисам, доступным членам экипажей круизных лайнеров компании MSC. Это своеобразный гайдлайн, который расскажет о том, что сделает более-менее комфортная жизнь на борту в течение нескольких месяцев контракта. Это то видео, которое не хватало когда-то мне, когда я впервые эмбарковался на борт круизного лайнера. Это та информация, которой не хватало мне тогда, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно и правильно организовать свой быт на борту судна. В качестве примера я буду использовать данное судно MSC Virtuoso. Эта информация также будет в большинстве своем актуальна и на других судах Мировиля и Грандиоза класса. Также ее можно использовать и на других судах компании MSC, потому что в принципе все стандарты действуют на всех судах, за исключением некоторых. Я намеренно упущу описание концепции питания, расположения столовых, а также обзоры кают, поскольку это я делал в своих предыдущих выпусках. Их вы можете найти в плейлисте канала, все это доступно. Просмотрите, если будет интересно. И первое, что увидит вновь прибывший член команды, это, конечно же, офис крюперсера. Здесь мы оформляем все документы, связанные с эмбаркацией и дезэмбаркацией. Здесь начинается и заканчивается наш контракт. Здесь мы решаем все вопросы, связанные с деньгами, переводами, какими-то возмещением средств, зарплатой и так далее. До недавнего времени пополнить свою крю-карту, которой можно рассчитываться в барах и в магазинах на борту, можно было только здесь, в офисе крюперсера. Но сейчас на некоторых судах установлена такая машина, такой посттерминал своеобразный, где можно снять наличные, где можно пополнить наличными свою карту, а также перевести с банковской карты на крю-карту средства. При снятии наличных обязательно нужно зайти в приложение в ShipMoney и предварительно заказать деньги, которые тоже лимитированы. Там будет указана дата и конкретное расписание, когда можно будет получить свои деньги в автомате, либо же у крюперстера, если автомат по каким-то причинам не работает. Следующий очень важный офис и очень важный момент — это офис Human Resource Officer. Этот человек здесь для того, чтобы помогать решать сложные какие-то моменты, коммуницировать с компанией и помогать членам экипажа в каких-то сложных, конфликтных, либо двояких ситуациях. Следующее, на мой взгляд, очень важное место — это Medical Center, это госпиталь. Сюда мы тоже попадаем сразу же в момент эмбаркации, после всех документальных процедур, поскольку сюда нужно принести свой действующий medical сертификат. По моему личному мнению, не стоит ждать от нашего госпиталя какой-то экстраординарной медицинской помощи. Конечно, они помогут в случае каких-то несложных респираторных заболеваний, в случае каких-либо, возможно, мелких травм, но в большинстве случаев, если какие-то серьезные происходят расстройства со здоровьем, вас пошлют на берег в госпиталь там, поскольку здесь нет ни необходимого набора лекарств, ни необходимого какого-то оборудования, несмотря на то, что наши госпитали здесь оборудованы по всем современным стандартам и имеют даже собственную лабораторию для проведения ПЦР-тестов. Uniform Store — это место, которое будет первым после завершения всех процедур с эмбаркацией, поскольку униформа — это то, без чего работать на судне в принципе невозможно. Она выдается согласно стандарту, есть четкий аннекс от компании, согласно которому выдается униформа в зависимости от позиции. Стоит отметить, что униформа на судах компании платная и часто за нее приходится отдавать немалую сумму. Однако с некоторых пор введено правило, согласно которому рядовые сотрудники могут получать униформу на бесплатной основе. Униформу, та, которая не контактирует с телом. Это фартуки, это пиджаки, это весты, это какие-то погоны, какие-то элементы, другие одежды декоративные. Они их получают совершенно бесплатно, но при условии возврата в конце контракта, либо при смене позиции. У тех, кто едет впервые работать на круизный лайнер, скорее всего возникнет резонный вопрос: а откуда брать деньги на покупку униформы? Все очень просто. Вновь прибывший член экипажа получает такой себе кредит
в размере 100 евро, 100 фунтов стерлингов или 100 долларов, в зависимости от того, в каком регионе работает судно. И этот кредит действует до первой зарплаты. То есть после первой зарплаты его необходимо полностью погасить и положить зачислить на карту средства для того, чтобы пользоваться ими дальше, потому что кредита больше не будет. То есть если на карте 0, то он нулем и останется. Рядом с Uniform Store находится и Hotel Store. Здесь раз в неделю мы можем бесплатно получать мыло, мусорные пакеты, стиральный порошок и туалетную бумагу. Здесь же департамент получает все материалы, необходимые им для работы. Потихоньку мы подобрались к самому нелюбимому мною моменту жизни на борту круизного лайнера, как члена экипажа, это стирка. На борту MSC Grandiosa, как в принципе и на других судах, есть правило, согласно которому мы стираем униформу в отдельной прачечной, свои личные вещи, также в прачечной, которая для этого предназначена, и постельное белье мы обмениваем в специальном Linen Store, не стирая их в машинках для личных вещей. Для того, чтобы обменять постельное белье, нужно прийти на третий дек. Здесь, согласно утвержденному расписанию, очень, кстати, удобному, работает Linen Store. И, в принципе, в любой день, кроме крупного эмбаркационного дня, как правило, он раз в неделю, можно обменять свое грязное постельное белье на чистое. Здесь же на третьем деке находится и прачечная для униформы. Сюда также можно попасть согласно расписанию. Оно, в принципе, такое же, как и для Linen Store. Как это работает? Вы сдаете свою униформу, предположим, сегодня, а послезавтра забираете ее чистой. Как правило, где-то здесь же, и на этом судне, это прямо напротив прачечной для униформы, находится портной. К нему также можно попасть по расписанию. Все очень просто. Нужно принести вещь, которую нужно отремонтировать, либо подогнать под свой размер. И в течение 2 дней, так же как и в случае с прачечной для униформы, он все сделает. В принципе, можно с ним договориться, чтобы он мог сделать это быстрее, если вам униформа необходима, срочно. Для того, чтобы постирать свои личные вещи, нужно спуститься на 2-й дек. Здесь есть небольшая комната, которая оборудована несколькими стиральными машинами и драйерами, а также гладильными досками и утюгами. В принципе, данного количества машинок достаточно для того, чтобы без проблем прийти без очереди, постирать свои вещи в любое время, но есть некоторые часы пик, в которые попасть и подойти к машинке просто нереально. Стирает машинка, кстати, качественно. Единственное, порошок, который подается автоматически, сюда с каким-то специфическим запахом, который не всем нравится, в том числе и мне. Как я уже сказал ранее, запрещено стирать в этой прачечной униформу и постельное белье. За этим очень следят и часто людей за это наказывают. Кстати, также категорически запрещено использовать собственный порошок и какие-то дополнительные средства в виде отбеливателей, я не знаю, осветлителей, опахнителей и всякой прочей истории, которые способны вывести машину из строя. Здесь камера, которая тоже следит за этим, и часто ее проверяют, ее записи. У людей возникают неприятные ситуации в связи с этим. Так, с рабочими моментами закончили, переходим к досугу. И первое, с чего хочется начать, это крюз-шоп. Он расположен на 4-м деке, как правило, в крюз-зоне. Он работает тоже по определенному расписанию, как правило, вечером, если мы не в море. В море он работает также и днем. Важный момент. Все цены, которые указаны в крюз-шопе и в пассажирских магазинах, указаны без учета нашей скидки как членов экипажа. Отдельно хочется сказать, что ассортимент, который представлен на судне, он не может полностью удовлетворить потребности всех членов экипажа, находящихся на судне. Поэтому компания пошла на такой шаг и организовала нам доставку с онлайн-магазинов. То есть мы, в принципе, можем заказать с любого интернет-магазина все, что нам хочется, за исключением, понятное дело, запрещенных каких-то вещей. Это привезут прямо на борт, работает портовой агент, очень удобно, доставка, как правило, без никаких сбоев, возможны какие-то моменты, нюансы, но все это потом решается. Следующий пункт назначения — это крю-бар. Это, наверное, самое любимое место большинства членов экипажа. Здесь все оборудовано для того, чтобы комфортно провести время. Здесь удобное сиденье, удобное кресло. Здесь есть телевизоры, можно поиграть в PlayStation, можно просто посмотреть телевизор, можно поиграть в настольный футбол, можно выпить алкоголь, можно пообщаться с огромным количеством людей. Но, к сожалению, сейчас действуют карантинные ограничения, которые не позволяют находиться здесь, в крю-баре.
Весь алкоголь, который приобретается здесь, он может быть распит только в каюте. Кстати, количество алкоголя тоже строго лимитировано с некоторых пор и составляет только 2 дринка на одного человека в сутки. Купить больше невозможно, все это фиксируется в системе. Еще один бар, он называется Диско, он расположен на 8-м деке. Здесь также действуют совершенно такие же ограничения. Этот бар больше комфортный, потому что в нем можно курить, и здесь есть выход на открытую палубу к бассейну. Здесь действительно атмосферное место, можно хорошо провести время с друзьями, весело. Когда-то здесь проводились такие шумные вечеринки, был такой реально крутой и пьяный движ, но, к сожалению, сейчас мы не можем больше пользоваться этим местом по назначению. Сейчас это банальная курилка. Стоит понимать, что работа на судне — это работа повышенной опасности, поэтому первые несколько дней вы будете проходить базовый тренинг, и нужно хорошо знать, где находится офис офицера по безопасности, где находится комната, так называемый тренинг-рум. Также необходимо знать, где находится доска объявлений офицера по безопасности, который постоянно вывешивает все анонсменты по поводу тренингов, по поводу дрилов, брифингов и так далее. За всем этим нужно следить, это часть работы. Некоторые департаменты также постят эти объявления у себя на своих досках объявлений, но делают это не все, поэтому лучше следить там будет достоверная информация из первых рук. А в конце этого видео лишь хочу добавить, что при правильной организации быта на борту круизного лайнера любой его член экипажа, в зависимости от должности и работ, которые он выполняет, может совершенно спокойно доработать до конца своего контракта без особых проблем со здоровьем психическим и физическим. Так что мотайте на ус, мойте руки перед едой, не болейте, берегите себя и пока!